С вами Алена Полынь, и поговорим о магии, которой, конечно же, нет. Вы все утверждаете, что магии нету, что ведьмы некий вымысел, да, и при вопросе, кем вы являетесь, если вам скажут ведьма, усмехаетесь, что, ой, ну как же, какая ведьма, а кем вы на самом деле являетесь? Но если магии не существует и ведьм надо сжечь на костре, то для чего вы закрываете зеркала, когда умирают умершие? Для чего поминаете умерших? Для чего горит огонь в память? Для чего он горит? Как вы думаете, на могиле неизвестного солдата, для чего он горит? Почему вы режете красную ленточку при открытии? Зачем бьете бутылку шампанского, когда корабль отправляется в плавание? И хлопаете в самолете? Как много действий вы делаете просто так, потому что так делают все. А ведь это магия. А почему вы зажигаете свечи на день рождения? Правда, тушите их потом по незнанию. Почему ставите в помин водку с черным хлебом? Не знаю, что это порча, но все равно делаете. Это все магия, это все законы, традиции магии, которые вы не знаете почему, но делаете иногда неправильно, в кривь и в кось, тем самым руша свою жизнь, но делаете. Почему вы это делаете? Почему многие из вас боятся примет, например, черной кошки? Почему? А почему в реанимации нельзя стричь и брить больного? Это врачи говорят. Почему? Но магии же нет. Почему вам нравится так название магический, мистический, все, что содержит такие слова, вы не замечали? И почему по телевидению до сих пор идет экранизация произведений, в которых магия открыта в полном своем объеме? А этого же нет. Отвечу теперь на ваше почему. Магии нет для смердящей черни. Ее не существует для смердящей черни. И никогда не будет. Потому что это люд, который биомасса и не стоит ничего. Он где-то слышал звон и не знает, где он, выполняет те или иные действия просто потому, что он это где-то слышал. Ума-разума у этих людей нет. Магия есть в полном ее объеме и изучается очень глубоко знатью. После моего видео вы увидите небольшой кусочек из видеосъемки и сделаете некоторые выводы. Для кого магия есть, а для кого ее нет. И поймете, соотнесете мою речь с правдой. Думайте, включайте голову, кем являетесь вы. Кадры с саммита в Париже, конечно, еще долго будут обсуждаться мировыми СМИ. С глобальной политикой явно что-то происходит. Премьеры и президенты разных стран публично позволяют себе такое, что вряд ли бы сделали их предшественники. Вот лидер Канады обдувает себя какими-то благовониями, и все бы ничего, но в какой-то момент он поворачивается к ним еще, скажем так, тем, что ниже спины.